Дорогие отчаянные овны, у нас гадание на остатки декабря. Вы знаете, остатки сладкие. Я уверена, что 2 декады декабря вы упорно трудились. Ну а теперь узнаем, что вас ждет в конце года. Урожай года, как вы встретите, может быть, или проводите старый год. Вот этот милый зайчик будет снова с нами как символ уходящего года. Мы с ним прощаемся, мы ему говорим спасибо. Понятно, что это гадание выходит поздно, приношу свои извинения, весьма уважительные причины у меня для этих задержек. Вы многие знаете, да, почему я делаю выбор не в пользу канала. Зато есть возможность у нас погадать на новых картах. Посмотрите, мне в руки попали новые, совершенно оригинальные. Никогда не видела такую колоду. Вот, муха не сидела, запечатанная колода. Открываем эти карты и будем спрашивать для овнов советы, предсказания именно на конец декабря. Но я напоминаю, что последняя декада декабря на Таро-календаре — это двойка пентаклей. Карта, которая приглашает и даже заставляет, убеждает быть нас веселыми и очень легко делает любой жизненный выбор. Предсказание совета карты для овна на декабрь. Ну, давайте будем так говорить, все-таки на декабрь, хоть у нас остался совсем там малюсенький кусочек, малюсенький хвостик, но все равно же месяц-то есть, 12 домов гороскопа. Как всегда, прошу вас, задавайте ваши вопросы. Про деньги страдаете, спрашивайте про деньги. Про любовь, про все спрашивайте, потому что карты Таро, вообще суть самой предсказательной системы Таро, это, конечно, отвечать на вопросы. Самое главное призвание, самый главный талант этих карт — отвечать максимально точно, точечно на такие же точные вопросы. Поэтому подумайте чуть-чуть, пока я перемешиваю карты, а чего вы хотите, чтобы... Вот больше всего зажмурьте глаза, чего вы хотите, чтобы сбылось в это время. И мы вам... Знаете, карточное гадание — это ведь удивительная вещь. Они не только предсказывают, не только дают советы, эти самые карты Таро, они ведь неоднократно замечены не только мной, они ведь и притягивают желаемые события и очень сжимают время. Время ожидания, например. Это прекрасно. Это прекрасный инструмент для, в том числе для достижения каких-то жизненных целей. Ну, по крайней мере, хотя бы даже для получения ясности в каких-то важных жизненных вопросах. Итак, по одной карте на каждый дом мы достаем, что ждет овнов. Овны — карты люди скорые, нетерпеливые, нервные. Я сама во многом такая, поэтому буду краткой. Так, вы сами, то, как вы выглядите, здоровье, вы сами, ну, тройка кубков, знаете, такое расслабленное состояние. Карта и рекомендует, и предсказывает. То есть, в общем, это время отдохновения, это время для праздников, впрочем, небольших, не самых отчаянных. Это время подходит, чтобы поговорить с сильно близкими людьми. Наверное, не очень хорошо что-то сильно менять в себе, то есть кидаться в внешность, преобразовать или для смены гардероба. Тройка кубков — это все-таки карта такого стабильного, спокойного продолжения или даже ничего не делания. В общем, не трогайте себя, отстаньте от себя, отвяжитесь вы от себя хотя бы в конце года. Не надо ничего там улучшать в себе, уже все улучшено до крайности. Карта повешенной в денежном доме втором. Ну, знаете, это такое повешенное. Она неплохая, кстати. Карта не говорит, что будет мало денег. Она вообще не обещает вам какой-то дефицит. Привязанность к деньгам может излишняя, да. Ответственность, связанная с деньгами, например, труды тяжкие, надо потрудиться в конце года, а может и в новогоднюю ночь поработать, чтобы были деньги потом на полгода. Это же волшебное время, новогодняя ночь. И, собственно, вот так вот.
карта. Советует вам вообще серьезно отнестись к деньгам, к доходам, к расходам, кстати. Это знак большой экономии. Пожертвовать чем-то, не купить что-то, что просит сердце, пожертвовать, отложить, сэкономить, а может быть где-то потратить деньги и не на себя. Кому-то их передать, там, не знаю, купить лучше родственникам продукты к новогоднему столу. Повседневная жизнь тоже серьезно. Посмотрите, вот у овнов начало какое-то такое немножко, начало расклада немножко ответственное, не слишком праздничное, что ли. Видите, карта справедливость, третий дом. То есть повседневная жизнь будет насыщена отнюдь не повседневными занятиями. Какие-то документы придется подписывать, какие-то обязательства на себя брать, обещать и исполнять обещания. И то же самое карты вам советуют. Проживите эту декаду, последнюю декаду года серьезно. Проживите как взрослые люди, с ответственностью, с бременем, с какими-то моральными и материальными оценками. Вот. Пособирать хвосты нужно, в том числе бумажные, правовые, какие-то юридические вопросы решить. Большие перемены дома, в семье ждут овнов. Это имеется в виду отношения с родственниками могут сильно поменяться или даже дом, место жительства. Впрочем, все предсказуемо, какие-то естественные перемены. Счастливое колесо фортуны. Бесконечное везение. Ну-ка. Бесконечное везение. А там что, кто? Так, бесконечное везение в любви. Колесо фортуны. Самая счастливая карта в колоде Таро. Ну, так считается. Достается вам вот в 5-м доме, в доме любви. Поэтому одинокие овны смело могут ловить романтическое знакомство, новую любовь, новые отношения. Кстати, да, по какому-то известному киношному сценарию в новогоднюю ночь это может случиться. А что советует колесо фортуны? Не вмешиваться в ход судьбы, не слишком контролировать происходящее. Если вы уже в отношениях, это счастливое примирение, может быть, счастливое какое-то удивительное продолжение истории. Главное, не слишком давить, не пытаться напрягать пространство, не очень стараться, чтобы было по-вашему. Я знаю, это вам очень сложно, но это так. Ждите судьбу, ждите появления роков, фатома, фортуны именно в теме любви для вас. Дурак в буквальном смысле достается овнам на работу. Смена работы возможно. Уж насколько она оправданная, глупая или напрасная, вы знаете, овны часто делают неоправданные какие-то, совершают резкие шаги в жизни, не знаю. Но все равно нулевой аркан. Начало новой работы, начало новой какой-то профессиональной дороги, стези. Будьте смелыми, безрассудными и не пытайтесь эту область мерить логикой. Здесь только интуиция, только храбрость, слабоумие и отвага на тему работы. Действительно напрашивается как смена работы, так и, ну не знаю, поход к начальству с каким-нибудь ультимативным заявлением. Или я, или нечто. Партнерские отношения. Любые на самом деле, никаких специальных сообщений нет. Вообще, знаете, вот эта партнерская параллель на заданном периоде, да, у нас выглядит довольно слабенько. Здесь троечка, здесь пятерочка. То есть ставку именно на партнерские отношения, на партнеров в бизнесе или где-то еще не надо сейчас делать. Это очень такая жидкая, кубки же жидкая тема. Нет такой каменной стены, чтобы вы, нет такого партнерства, чтобы вы отпустили вожжи и положились на другого человека. Принцесса Пентаклей в следующем денежном доме. Это, безусловно, доходы прибыли. Доходы прибыли. Карта разрешает заемные средства. Карта предсказывает и получение, может быть, какой-то спонсорской помощи, каких-то инвестиций. Хорошая, легкая денежная карта.
Можете обращаться за деньгами, куда, ну, куда позволяет фантазия. Дальняя дорога, по-моему, может быть, не напрямую дальняя дорога у вас идет, но все-таки большая карта. Это 9-й дом, дальние дороги и учеба. И 1 и 2 весьма показано. Особенно если практически оправдано. Король Пентаклей, фигурная карта. Кто-то, какой-то практичный или богатый, или надежный человек вас ждет далеко от дома. Поезжайте-ка вы куда-то. Поезжайте, смените локацию. Я думаю, что поездка на Новый год к какому-нибудь новому жениху, вот по этим картам, да, колесо фортуны, вот этот вот король, какому-нибудь заграничному новому жениху из интернета, она будет очень-очень даже к месту. Далее. Очень карьерный рыцарь жезлов, но тоже беспокойный. Тоже, видите, сочетание карт на работу и карьеру интересная. Новая работа возможно и рекомендовано, кстати. Рекомендованы какие-то отчаянные, резкие, дерзкие шаги по смене работы или по смене, ну, например, направления в бизнесе. Очень достигаторская карта и очень все срочное по ней случается. Знаете, как быстро, мгновенно и спешки в дамке. То есть занять там должность, выйти на какую-то работу тоже с завидными позициями. Это все для этого время подходит. Хотя можете и услышать на старом месте работы крупные новости, связанные с будущей карьерой, например, которая откроется там. Вот она, 2 пентаклей у вас. Это героиня времени, это карта, которая в Таро календаре заведует концом как раз декабря. 2 пентаклей, новые знакомства. То есть обращайте внимание на незнакомцев, новых людей, которые живьем встречаете, которые в интернете есть. 2 пентаклей, она очень развлекательная, она гарантирует славу, популярность, известность, возможность красиво выступить публично где-то, возможность обратить на себя внимание, но только если вы не будете драматизировать эту историю, если вы с легкостью будете говорить и показывать себя. Ощущения, выводы по итогам декабря у Овна, что вы разбогатели. Причем не только в деньгах. Знаете, туз пентаклей – это новая жизнь. Где-то у вас глубоко в сердце поселится вот это вот счастливое ощущение такое, знаете, с замиранием сердца. Будете думать о новом доме, о новом месте жительства, о новом браке, о том, как действительно удивительно жизненный пазл сложился. Ощущение покоя, ощущение счастья, ощущение какой-то победы над пространством, над временем здесь есть. Ну и центральная карта у Овнов тоже в целом про богатство. Кстати, у вас очень денежное это время. Очень денежное время. Выгодно вложить можно деньги, что-то очень удачно купить, хорошо заработать, отложить, скопить какую-то сумму. Обратите внимание на финансовую часть вашей жизни. Будьте практичными и все-таки делайте выбор в пользу, пока, да, отдохнете потом, а пока делайте выбор в пользу серьезных, может быть, скучноватых каких-то занятий, потому что это очень окупается денежно для вас. Ну что ж, не поздравляю с Новым годом, мы до этого времени еще 100 раз с вами увидимся, но всем спасибо и дерзайте. Дерзайте в конце года, дерзайте в конце декабря.